как живем мы на планете. Нужно, чтобы знали дети, кто нам это все расскажет, кто нам это все покажет. Супер-мега-звездочка Луна и форточка. Привет, Вилуна. Привет, форточка. Как же вы быстро бегаете. И все на одно лицо. А что это ты делаешь? Рассматриваю муравьев. Оказывается, это очень увлекательно. Вот эти муравьи называются жнецы. Но на самом деле на планете Земля обитает более 12 тысяч видов муравьев. Да, Вилуна, ты совершенно права. Кстати, муравьев гораздо больше, чем людей. Форточка, я смотрю в твоей копилке много интересной информации про этих насекомых. Может, ты поделишься с нами? С удовольствием, Вилуна. Муравьи появились на планете Земля очень-очень давно, еще тогда, когда по Земле ходили динозавры. Но эти малютки оказались гораздо умнее, поэтому живут до сих пор. Обитают эти крохи практически везде, кроме полярных областей. Их жизнь настолько интересна, что появилась специальная наука, которая изучает муравьев и все, что с ними связано, и называется она мирмекология. Форточка, а если я не связана с наукой, но хочу изучать жизнь муравьев, вот как быть? Вилуна, теперь каждый может завести себе муравьев в качестве домашних питомцев. Это как? Можно приобрести или сделать своими руками формикарий. Это такой искусственный муравейник со стеклянной крышкой. Поселить туда муравьиную семью и наблюдать за ней. Здорово! Форточка, а ты только посмотри, какое у муравьев необычное строение. У муравья на голове есть 2 глаза, которые имеют много маленьких глазков. Они абсолютно неподвижны и постоянно смотрят вперед. Поэтому мурашки могут видеть только то, что находится прямо под носом. Их грудь соединена с брюшком тоненькой подвижной талией. Есть 6 лапок, длинные усики, благодаря которым муравьи общаются друг с другом. А все тело муравья покрыто хитиновой защитой, придающей ему прочность. Вилуна, а ты знаешь, что у муравьев очень хорошо развито чувство обоняния? Они запоминают все запахи, которые улавливают усами. А еще муравьи очень сильные. Они способны поднимать грузы, которые в 100 раз тяжелее их собственного веса. Это просто невероятно. Вилуна, посмотри, что это за лабиринты? Ничего не понимаю. Так это же муравейник. Посмотри, какой он огромный. Это он только с виду кажется кучей веточек и хвоинок, которые, кстати, защищают муравейник от дождя, ветра и снега. А внутри находится целый муравьиный город, который может уходить под землю до 4 метров. Здесь много лабиринтов, которые ведут в разные важные комнаты и хранилища. В одной комнате находятся ясли, в другой – детский сад, в котором работают воспитатели и регулярно выводят маленьких детей на свежий воздух. А здесь больница, где работают настоящие врачи. И если кто-то из жителей муравейника повредил себе руку или ногу, то хирурги ампутируют ее, то есть отгрызают. Есть еще амбары, в которых хранится собранное зерно. Есть мясная кладовка, где муравьи запасаются гусеницами и другими насекомыми, которые попались в лапы муравьям-охотникам. Но самая главная комната муравейника находится в самом низу. Это царская камера. Там живет муравьиная производительница – королева. Каждый день она производит на свет несколько сотен яиц. Кстати, живет королева гораздо дольше обычных муравьев. Например, рабочий муравей жнеца проживет до 3 лет.
А его королева может прожить целых 25 лет. Илуна, а давай спросим у ребят, что они знают про муравьев. Давай. Муравьи очень хозяйственные, у них есть свои муравьиные фермы. В роли домашнего скота муравьи держат лю, которые дают им молоко. Это как для людей разводить коров. Как это? Вилуна, а давай заглянем к муравьям в гости и посмотрим, как это все происходит. Вот это хлев. Именно здесь муравьи держат тлю. Но сейчас здесь пусто, так как муравьи вынесли своих питомцев на пастбище. В хлеву мы сможем их застать только в плохую погоду или зимой. А где муравьи пасут тлю? На растениях, ведь тля питается соком листьев, из которого делают сладкое молочко. Его называют пать. Работа на ферме отлажена до мелочей. Пастух ухаживает за коровками. Когда они объедают все листья, пастух переносит их на другое пастбище. Солдаты отгоняют от стада божьих коровок и других насекомых. И так продолжается все лето, а с наступлением осенних холодов тлей уносят в муравейник. Там они проводят в тепле зиму и дают новое потомство. А как муравьи добывают молочко? Это дело пастуха. Он щекотит усиками брюшко тли, после чего выделяется молочко. Затем пастух передает пать транспортировщику, который переносит молоко в муравейник. Но не в каждой же стране, где обитают муравьи, есть тля. Не волнуйся, Вилуна, они приспособятся к любым условиям. Например, муравьи-листорезы, которые живут в Южной Африке, на своих фермах выращивают грибы. А если переселяются, то обязательно берут кусочек грибницы с собой. Форточка, а что? У муравьев разные профессии? Давай у ребят спросим. У муравьев действительно разные профессии. Чем больше скукок у муравья, тем сильнее и крупнее она становится и может выбрать себе лучшую профессию. Самая простая профессия у рабочих муравьев – это выполнять грязную работу. Муравьи-строители возводят муравейники и все в нем чинят. Солдаты охраняют его, няньки ухаживают за личинками, разведчики исследуют новые территории, пастухи следят за всем стадом и доят тлю, а фуражеры доставляют пищу в муравейники. Все верно. Каждый муравей знает, что он должен делать и где ему следует находиться. Как же интересно. Я и не догадывалась, что такие маленькие насекомые могут быть такими умными. Форточка, а может ли один муравей построить себе муравейник и жить абсолютно один? Нет, Вилуна, исключено. Муравьи не могут жить в одиночестве, ведь это общественные насекомые. Форточка, а это что за хранилище? Это детская комната, в которой хранятся яйца. Через некоторое время они станут личинками. Затем личинки превратятся в куколок, и только после этого насекомое становится самостоятельным. Форточка, а что здесь делают Космоножка, Пружинкин и Шнобзель? Наверное, они думают, что это мячи, с которыми можно поиграть. Ребята, их нужно срочно остановить. Помогите муравьям-охранникам найти нужную дорожку. Молодцы, ребята! Вы опять справились. Надеюсь, муравьи не съедят их, ведь они очень прожорливые. Это правда. Например, одна семья рыжих лесных муравьев в сутки съедает 15-20 тысяч насекомых. Какой ужас! Но ведь не все муравьи питаются насекомыми. Некоторые едят семена растений или нектар цветов. Надеюсь, форточникам повезет, и они останутся целыми и невредимыми. Форточка, ребята,
Мне так понравились муравьи, что я сочинила про них песенку. Пойте вместе с нами. День и ночь напролет строят пирамиду. Миллионы работяжек без обеда и поблажек. Слушайте внимательно, список увлекательный. Поехали! Муравей Сергей, директор. Муравей Андрей, бухгалтер. Алексей, инженер. Тимофей, модельер. Лера, адвокат. Миша, акробат. Лиза, балерина. Директора кузина. Дед Андрей, Аркадий, блогер. Шарик, спаниель, кокер. Алиса, фитнес-тренер. Стасик, супергеймер. Ева, аниматор. Игорь, дегустатор. Костя, водолаз. Никита, скалолаз. Рома, почтальон. Грузчик, Харитон. Павел, хоккеист. Яна, программист. Эвелина, стоматолог. Виолетта, диетолог. Парикмахер Маша. Шахматистка Даша. Ну, а кто всех красивее?